Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень шоколадного и вкусного домашнего торта с малиновым конфитюром. Название этот торт не имеет, зато имеет потрясающий вкус. Сочетание малинового конфитюра с легкой кислинкой и ганаша на темном шоколаде очень нравится сладкоежкам. К тому же торт я залила мягкой шоколадной глазурью. Шоколада много не бывает. Итак, начнем. Сначала готовлю шоколадный бисквит. Здесь 5 яиц комнатной температуры категории СО. Их вес 280 грамм. К яйцам добавляю щепотку соли и взбиваю их на низкой скорости миксера до образования легкой пены. Список всех необходимых продуктов я оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Теперь порционно добавляю 150 грамм сахара и продолжаю взбивание. Скорость миксера увеличиваю до средней. Важный момент. Бисквитное тесто готовится относительно быстро, поэтому перед его приготовлением включите духовку на разогрев, установив температуру 180 градусов. После того, как я добавила весь сахар, скорость миксера увеличиваю до максимальной и взбиваю яйца до тех пор, пока на их поверхности не появится устойчивый след от венчиков. На взбивание может уйти от 5 до 10 минут. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера. У меня на взбивание ушло 7 минут. К яйцам добавляю 100 грамм молока комнатной температуры. Жирность моего молока 2,5%. Вы можете использовать молоко в любой жирности по вашему вкусу. Добавляю 70 грамм растительного масла. У меня это подсолнечное масло. Масло тоже комнатной температуры. Добавляю экстракт ванили по вкусу. Вы его можете заменить на ванильный сахар или ванилин. Но тогда добавлять его нужно в яйца вместе с сахаром. И все недолго перемешиваю, буквально секунд 30-40 на самой низкой скорости миксера, чтобы все ингредиенты соединились друг с другом. Здесь 180 грамм пшеничной муки высшего сорта. Добавляю к ней 20 грамм кукурузного крахмала, 7 грамм разрыхлителя для теста, это примерно 2 чайные ложки без горки, и 40 грамм какао-порошка, это примерно 3 столовые ложки. Какао-порошок лучше взять темный, чтобы бисквит имел более насыщенный шоколадный цвет. Хорошо перемешиваю до соединения всех ингредиентов. Теперь через сито добавляю сухие ингредиенты к жидким. 4-5 приемов. После каждого добавления все перемешиваю венчиком, круговыми движениями снизу вверх, поднимая муку с дна миски. Мешать нужно аккуратно, чтобы не осадить тесто. Слишком долго мешать не нужно. Нужно просто перемешать до однородности, чтобы в тесте не было комочков и тесто сохранило свою воздушность. Лопаткой проверяю, нет ли на дне миски осевшей муки. Форму для выпечки нужно подготовить заранее, так как готовое бисквитное тесто не должно долго стоять в миске, чтобы оно не опало. Разъемное кольцо я установила на диаметр 18 сантиметров. У меня должно получиться 3-4 коржа в зависимости от их высоты. Этого объема теста также вполне хватит на 3 коржа диаметром 20 сантиметров с высотой коржей 1,5 сантиметра. Низ кольца я обернула фольгой, а на дно положила антипригарную бумагу для выпечки. При помощи шпажки убираю лишние пузыри в тесте. Для этого же еще немного постучу противнем по столу. Выпекать бисквит буду в заранее разогретой духовке
при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз. Примерно 45-55 минут, в зависимости от вашей духовки. Первые 30 минут духовку не открываю, чтобы бисквит не опал. Мой бисквит выпекался 55 минут. На бисквите образовалась шапочка. К тому же он сверху лопнул. Этого можно было избежать, если бы я накрыла верх формы фольгой. Шапочку обрежу, а бисквитной крошкой украшу бока торта. Даю бисквиту остыть в кольце настолько, чтобы я смогла прикоснуться руками к форме. Теперь ножом вырезаю бисквит из формы. Переворачиваю на решетку, снимаю форму и пергамент и оставляю бисквит слегка остыть на решетке. Еще теплый бисквит заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 6-8 часов, чтобы влага в бисквите равномерно распределилась. Пока бисквит остывает, готовлю шоколадный ганаш. Готовить буду плотный крем, который сможет удержать внутри торта практически жидкую начинку. В сотейник с толстым дном вливаю 400 грамм сливок жирностью 33%. Температура сливок значения не имеет, а жирность их не должна быть менее 30%. Сливки необходимо нагреть, но не кипятить. Периодически помешивая, нагреваю сливки до появления первых пузырей. Здесь 350 грамм темного шоколада. Содержание твердого какао 55%. Заливаю шоколад горячими сливками, так чтобы сливки полностью покрыли шоколад. И даю ему постоять 1-2 минуты, чтобы шоколад начал плавиться. Венчиком перемешиваю шоколад со сливками, чтобы шоколад полностью растворился и образовалась однородная эмульсия. Не взбиваю, а именно перемешиваю. Если ваш шоколад плохо растворяется, то можете или слегка перемешать массу погружным блендером, но не перевзбейте ганаш, или можете немного нагреть ганаш на паровой бане, или же нагреть 10 секунд в микроволновой печи. Накрываю крем пленкой в контакт и сначала даю ему остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник на 4-6 часов. Ганаш будет плотным, поэтому начнет густеть уже через 4 часа. Теперь готовлю конфитюр. Здесь у меня 520 грамм замороженной малины. Если у вас есть свежая малина, то можете использовать ее. Добавляю 50 грамм сахара. Я хочу в малиновом конфитюре сохранить легкую кислинку. Если вы хотите, чтобы ваша начинка была более сладкой, то добавьте больше сахара. И на медленном огне, периодически помешивая, готовлю до растворения сахара и закипания. После закипания провариваю малину примерно 2-3 минуты до размягчения ягод. И так как мои близкие не любят в конфитюре косточки, буду протирать ее через сито. Если вас косточки не смущают, то этот шаг можете пропустить. Переливаю малину в сито и перетираю ложкой. С дна сита можно мякоть снять ножом. Малину перетерла до такого вот состояния. До сухого жмыха перетирать не буду. На это просто нет времени. Здесь у меня 15 грамм кукурузного крахмала. Я хочу получить влажную, практически жидкую начинку. Мой крем ее сможет удержать внутри торта. И если вы любите начинку поплотнее, то возьмите 20 грамм крахмала. В крахмал добавляю немного холодной воды, чтобы покрыть его. И перемешиваю до растворения крахмала. Теперь малиновое пюре переливаю обратно в сотейник. На медленном огне довожу до кипения. Вливаю растворенный крахмал и готовлю до легкого загустения, примерно 2 минуты. Лопаткой нужно постоянно поднимать крахмал со дна сотейника, так как он оседает на дне и может пригореть.
Как только появятся первые крупные пузыри, проваривая конфитюр еще примерно 30 секунд, переливаю конфитюр в миску. Конфитюр можно накрыть пищевой пленкой в контакт, но я просто накрываю миску крышкой и оставляю его остыть при комнатной температуре. Затем я миску уберу в холодильник, чтобы на момент сборки торта начинка и крем были одинаковой температуры. Бисквит и крем с конфитюром я готовила утром, а вечером собираю торт. Бисквит стоял в холодильнике 5,5 часов и полчаса стоял при комнатной температуре. Я его достала заранее, чтобы перед нарезкой на коржи бисквит немного нагрелся. Струной нарезаю его на коржи. Высоту каждого коржа я решила сделать 2 сантиметра, поэтому коржей у меня будет 3. И еще я срежу шапочку бисквита. Низ бисквита буду использовать для верхушки торта. Шапочка получилась толстая, мне ее хватит с избытком для украшения. Если бы шапочка не получилась такой высокой, то получился бы еще один корж высотой 2 сантиметра. Ее я сразу ломаю на части, а после измельчу в крошку. А так выглядят мои 3 коржа для торта. Бисквит красивого шоколадного цвета, он в меру влажный, пористый и воздушный. Теперь бисквит от шапочки измельчаю блендером в крошку и прикладываю крошку в миску. Я достала из холодильника крем. В холодильнике он стоял примерно 5 часов. Снимаю пленку и смотрю, какая консистенция у ганаша. Он густой, гладкий и однородный. На самых малых оборотах миксера аккуратно перемешиваю ганаш. Долго взбивать не нужно, чтобы не перевзбить крем, иначе сливки в нем расслоятся и пострадает внешний вид крема. Сначала крем становится немного мягче, а затем снова густеет. Крем готов. Вот такой плотный крем у меня получился. Вес крема, без учета веса миски, 732 грамма. Делю крем на 2 равные части. Буду кремом наполнять кондитерские мешки. В каждом будет по 341 грамму крема. И 50 грамм крема оставлю в миске, для того, чтобы им запечатать крошку по бокам коржей. Мешки с ганашем я завязала и пока убираю в сторону. Теперь разделю конфитюр на 2 равные части. Вес конфитюра без учета веса миски 358 грамм. Все же я много малинового пюре выбросила вместе с косточками. Но мне на 2 коржа этого количества хватит. В каждом корнете будет по 179 грамм конфитюра. Мешки с конфитюром я также завязала и пока убираю в сторону. У меня все готово, можно собирать торт. Я не кондитер и торт готовлю для своей семьи, поэтому торт собираю на тарелке. Чтобы корж во время сборки не двигался по тарелке, наношу на нее немного крема и сверху укладываю первый корж. Хоть бисквит и не сухой, но крем не влажный, а плотный. А мне хочется получить влажный сочный тортик, поэтому бисквит я все-таки пропитываю. Пропитывать я его буду молоком. Температура молока и бисквита одинаковая, я их одновременно достала из холодильника. Хотя обычно молоком пропитывают светлый, а не темный бисквит, но пропитать бисквит именно молоком в условиях ограниченного времени было самым простым решением. Молока на пропитку у меня ушло примерно 300 мл. Корж пропитала, теперь буду наносить крем. Кончик кондитерского мешка отрезаю и, так как крем плотный, при помощи шпателя сдвигаю его к отверстию корнета. Как я уже говорила, я не кондитер, и показать вам мастер-класс по сборке торта я не могу. Моя сборка очень далека от идеала, поэтому процесс сборки сокращу. Наношу крем на корж и шпателем разравниваю крем по коржу,
попутно запечатывая крошки бисквита по периметру коржа. Делаю бортик из крема, который удержит жидкий конфитюр внутри торта. Теперь наношу конфитюр. И ложкой разравниваю его, чтобы высота была одинаковой по всей поверхности. Сверху укладываю второй корж. Пропитываю его и наношу крем. В общем, всю процедуру повторяю. Укладываю верхний корж, пропитываю его и запечатываю остатками крема бока торта. Крем распределяю мягкой силиконовой лопаткой. Затем оборачиваю торт ацетатной лентой и надеваю разъемное кольцо, зажимаю и убираю торт в холодильник для стабилизации на ночь. Верх кольца лучше накрыть пищевой пленкой, чтобы верхний бисквитный корж не пересыхал. На следующий день готовлю украшения для верхушки торта. Здесь у меня 50 грамм 80% черного горького шоколада. Чтобы шоколад быстрее расплавился, мелко нарезаю его ножом. Перекладываю в кондитерский мешок, завязываю и буду растапливать шоколад короткими импульсами по 15-20 секунд в микроволновой печи прямо в мешке. После каждого нагрева буду разминать шоколад в мешке пальцами, пока он не расплавится. Хочу попробовать лайфхак из интернета и обойтись без темперирования шоколада. Поэтому сильно нагревать шоколад не буду. Шоколад нужно довести до температуры плавления. Если у вас, так же как и у меня, нет пирометра, то измеряйте температуру тактильно. Температура шоколада должна примерно равняться температуре человеческого тела. Мне вполне удалось задуманное. Шоколад расплавился, и он не горячий. Пищевую пленку я предварительно немного смазала растительным маслом, чтобы потом было проще отделить шоколад от пленки. И буду наносить хаотический рисунок шоколадом. Под пленкой у меня на бумаге нарисован круг, за границы которого лучше сильно не заходить, чтобы рисунок не получился больше размера коржа. Шоколада я растопила много, но решила использовать его весь, поэтому рисунок получился некрасивым. Хватило бы вполне 30 грамм шоколада. Пока шоколад не застыл, разбрасывая по нему бусинки кондитерского дрожжа. Вы можете этого не делать. Или вообще не делать рисунок из шоколада для украшения торта. Это все исключительно по вашему вкусу. Чтобы шоколад быстрее застыл, убираю его в холодильник. Теперь готовлю мягкую шоколадную глазурь, которой буду покрывать торт. Здесь у меня 250 грамм 80% черного горького шоколада. Забегая наперед, скажу, что шоколада можно было взять 150-180 грамм. Этого было бы вполне достаточно, так как шоколадная глазурь после сборки торта у меня осталась. Шоколад мелко рублю ножом, чтобы он быстрее расплавился. И перекладываю в миску. В сотейник наливаю 250 мл сливок жирностью 33% и буду их нагревать, но не кипятить. Жирность сливок не должна быть ниже 30%. Чтобы не терять температуру смеси для расплавления шоколада, сразу в сливки добавляю 30 грамм сливочного масла. Жирность масла 82,5%. Нагреваю сливки, пока масло не растворится, но не кипячу. Горячими сливками заливаю шоколад и даю шоколаду постоять 1-2 минуты, чтобы он расплавился. При помощи венчика перемешиваю смесь до однородности. Глазурь получилась достаточно густой, но при этом она будет мягкой. Даю глазури немного остыть. Температура глазури снизилась до 37 градусов, и с ней можно работать.
Достала торт из холодильника, сняла с него кольцо и снимаю цитатную ленту. Глазурь на торт наношу мягкой силиконовой лопаткой и разравниваю. Сначала наношу глазурь на верхний корж, а затем покрываю глазурью бока торта. На верхушку торта укладываю украшение из шоколада и слегка прижимаю его к поверхности глазури. Теперь бока торта украшаю бисквитной крошкой. Мягкой силиконовой лопаткой прижимаю крошку к поверхности глазури. Вы можете при приготовлении глазури для торта взять 150 грамм шоколада и 150 мл сливок. Этого количества будет достаточно, чтобы украсить такой торт. Очищаю верхушку торта от попавшей туда крошки и убираю торт в холодильник на несколько часов, чтобы глазурь застыла. Вот столько глазури у меня осталось. Я смешаю ее с печеньем, получится вкусный десерт. Торт стоял в холодильнике 3 часа. Выглядит он вот так. Список продуктов, которые я использовала для приготовления этого очень вкусного и очень шоколадного тортика с малиновым конфитюром, вы сейчас видите на экране. Рецепт получился объемным, поэтому для того, чтобы его показать вам на экране, пришлось его разделить на 2 части. В моей семье очень любят различную домашнюю выпечку, а домашние тортики любят гораздо больше тех, что продаются в магазине. И сочетание малины и шоколада тоже очень нравится моим близким. Крем в торте плотный, вкусный, шоколадный, а начинка влажная и немного жидкая. Но крем хорошо удерживает ее внутри. Любителям шоколада этот торт очень нравится, так как шоколад присутствует не только в креме, но и сам торт полностью покрыт шоколадной глазурью. Шоколада много не бывает. Приготовьте торт по этому рецепту, думаю, что вам он тоже понравится. Хоть торт и не готовится быстро, зато конечный результат однозначно стоит затраченных усилий. Теперь разрежу торт, чтобы показать вам, какой он внутри. Вот такой вкусный шоколадный торт у меня получился. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Решила кусочек, который я уже отрезала, разделить на 2 части, так как он слишком большой, и ломать весь кусок жалко. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями, все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра и благополучия. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!